Привет, Cover Project. Меня зовут Дарья Ханова. Я дизайнер и основатель бюро Dashima Interiors. Сегодня я и мой супруг, архитектор Азат Ханов, покажем вам нашу собственную квартиру, расположенную в самом центре города Казань. Уникальность проекта состоит в том, что его делали для себя два профессионала. Но профессионалы немного с разными подходами, потому что Даша все равно больше дизайнер, а я архитектор. Мы по-разному видим пространство, у нас разные взгляды на проектирование. И это в проекте не мешало нам, а это позволяло дополнить. То есть мы в пространстве раскрыли сильные стороны подхода к проектированию друг друга, конечно. Но вообще все материалы и формы имеют свое значение и историю создания. Мне, например, всегда нравилось сочетание натуральных, обволакивающих материалов с грубыми необработанными поверхностями. Это создает интересный контраст и добавляет интерьеру ощущение живости и динамики. Например, сочетание дерева, оно у нас тоже присутствует в интерьере, и сочетание холодной стали или же каменных поверхностей с необработанным краем. Азат же, как архитектор, придавал всегда большее значение объему, свету, пространству. И так получилось монохромное единое полотно в едином материале, без модульных элементов. И, например, у нас в интерьере нет плитки, паркета. Когда мы с Дашей первый раз попали на квартиру, был теплый летний вечер, светило закатное солнце. Мы пришли, и мы растаяли. Мы сразу понимали, что это то, что мы так давно искали. Вот это остекление по кругу, открытая терраса. Все, они прям запали в сердечко, и мы на этом остановились. И причем даже планировочная идея, что мне, что Даше, пришла в голове практически одинаковая. Основой планировочного решения стало деление квартиры на две зоны. Первая зона – это ядро, расположено в глубине квартиры. Сюда входит гардероб, ванная комната и постирочная кладовая. И вокруг этого ядра, вдоль всего фасадного остекления, уже расположились жилые комнаты. Сразу из холла у нас открывается видовая точка на все пространство. И, кстати, мы вот здесь вот специально повернули зеркало под углом, для того, чтобы, когда ты в него смотришь, у тебя отражалось все пространство. Мы заранее продумывали видовые кадры и выстраивали объемы по осям. Для нас было важно, чтобы в интерьере была понятная композиция из объемов, и с любого ракурса интерьер выглядел гармонично. Еще на этапе проекта мы сразу понимали, что мы сразу откажемся от видимых систем хранения, а те, что оставили, мы полностью пытались растворить в пространстве. Абсолютно вся мебель в интерьере, начиная от кашпо, заканчивая кроватью, это все кастомные изделия, изготовленные абсолютно по нашим эскизам. И есть пару историй, например, доходило даже до того, что я ездила выбирать огромное дубовое бревно, из которого изготовились табуреты, или же стояла над душой скульптора, контролируя каждый скол каменного столика.
Единственная мебель, которую мы еще заблаговременно предопределили до старта проекта, это стулья Хей. Ведь мы их как-то, они нам сразу понравились и знали, что они у нас в проекте будут. В некоторых вещах мы, наверное, можем пожертвовать каким-то излишним комфортом в пользу визуальных каких-то решений. И я считаю, что эти стулья настолько архитектурные, лаконичные, простые, которые идеально вписались в интерьер. Вообще, нам обоим нравится кухня без верхних баз и с увеличенной глубиной столешницы. У нас в семье готовлю обычно я. Это практически ежедневные завтраки, ну и какие-то редкие ужины бывают по выходным. И размер кухни полностью отвечает всем этим запросам. Центральная ниша, она появилась не просто так. Таким образом, мы обыгрывали общедомовые вентиляционные каналы. И за раздвижной дверцей есть скрытая система хранения. Скрытая система хранения, у нее есть два преимущества, конкретно на этой кухне. В том, что у нас получилось сделать увеличенную глубину столешницы, что очень удобно, и глубина составляет практически метр. И то, что в эту нишу можно спрятать все то, что обычно загромождает рабочую зону кухни. Материал кухни, нержавеющая сталь, и она является фундаментальным материалом интерьера, потому что кухню мы хотели видеть в более грубом и техническом исполнении. Но оказалось совсем непросто получить идеальную поверхность металла, и мы несколько раз отправляли все фасады и металлические поверхности обратно на производство, чтобы получить другую текстуру, но этого не выходило, и в итоге мы с Азатом просто пошли в обычный строительный магазин, купили 2 пакета шкурок и все это вручную отшлифовали до нужного идеального результата, какой у нас был в голове. Стол же является как частью кухни, так и отдельным элементом. Он словно раздвигает рабочую поверхность и врезается в нее. Но выполнен он уже в более другом материале, более тактильном и приятном. Пол, потолок, стены выполнены в едином материале. Здесь мы использовали микроцемент, и причем наносили его практически на все поверхности, которые было возможно. Помимо основных, это также фасады шкафов, какие-то полки, это дверные полотна, и причем, что даже плитки у нас нет нигде, ванная комната, она также вся в микроцементе. При таких масштабах покрытия достаточно сложно добиться бесшовности. Вот, а нам нужно было к этому прийти. Здесь одновременно работало в бригаде 6 или 8 человек, и самым сложным элементом был потолок, потому что это, по сути, полотно, практически 70 квадратных метров, которое надо протянуть одним разом. То есть один слой мы тянем одним разом. Ребята, вот эта куча мастеров, они переставляли леса, перебегали по ним, тянули вот это все, так что получить именно тот рисунок без видимых стыков. Чтобы усилить образ монолитного обволакивающего пространства, у нас все помещения перетекают друг в друга. И поэтому мы решили не разделять кухню и гостиную глухой стеной. Вместо этого мы сделали стеклянную откатную перегородку и занавеску из хлопковой ткани. Когда мы устраиваем здесь у себя ужины с друзьями, какие-то небольшие такие посиделки, тусовочки, единственное требование ко всем гостям — это не приходить с красным вином. Красное вино у нас просто под запретом, потому что белые поверхности, белые ткани, ну это жесть, там что-нибудь прольешь, все, конец, никогда в жизни не отмоешь. В целом, как оказалось, что проектировать для себя во много раз сложнее, чем для клиента. Потому что одновременно и самый лояльный, и самый требовательный заказчик — это ты сам. А таких сложных заказчиков сразу 2. Вообще, лично для меня очень важно находиться в пространстве, в котором нет визуального шума. Потому что дом — это то место, где я отдыхаю, где я наполняюсь энергией, и когда я в течение
всего дня вижу какую-то пеструю жизнь, вот это, но все равно среда, которая нас окружает, она не такая прекрасная, не такая идеальная. И когда я прихожу домой, мне хочется, чтобы мой глаз отдыхал. Я хочу получить тотальное расслабление и перезарядиться перед следующим днем. Мои ощущения в интерьере, они прекрасные. Я себя ощущаю, это, наверное, такое вот прям первое место, куда я когда я ежедневно попадаю в интерьер, я наслаждаюсь. Я прям действительно наслаждаюсь и кайфую от пространства, потому что оно сделано полностью под меня, с моим ритмом жизни и с моими вкусовыми предпочтениями. Мне очень комфортно.